Представьте себе актера, которого миллионы называют символом чистоты и искренности. Его улыбка растапливает сердце, а талант делает каждую роль незабываемой. Это Пак Бо Гум. Но за кадром другая история. История о том, как он шел к успеху через трудности, сомнения и настоящую боль. Во время съемок одной из сцен произошел момент, который изменил не только ход проекта, но и жизнь самого актера. Сегодня мы расскажем правду. Как Пак Бо Гум ради искусства получил травму на съемочной площадке. И почему именно этот эпизод навсегда останется в памяти его поклонников. Пак Бо Гум родился 16 июня 1993 года в Сеуле. В семье он был самым младшим из 3 детей. Его имя можно перевести как «драгоценный меч», символ силы и стойкости, которые позже действительно стали частью его характера. С ранних лет мальчик тянулся к музыке. В детском саду он начал заниматься фортепиано, а позже пел в церковном хоре. Его детство можно было бы назвать счастливым, если бы не трагедия. Когда Бо Гум учился в 4 классе, его мать скончалась. Эта потеря стала сильным ударом, и именно в это время музыка окончательно превратилась для него в способ справляться с болью. Несмотря на трагедию, он продолжал развиваться. В средней школе активно занимался плаванием, тренировался в школьной команде и показывал хорошие результаты. Но музыка всегда оставалась главным увлечением. В старших классах он мечтал стать певцом и композитором. Он записывал видео, где сам играл на пианино и пел, и рассылал их в развлекательные компании. Его заметили сразу несколько агентств. Однако один из специалистов предложил ему попробовать себя в актерстве, и это стало судьбоносным советом. После окончания школы в 2012 году он поступил в университет Мёнджи, выбрав направление «Музыкальный театр». Во время учебы он участвовал в культурных программах за границей, ставил студенческие спектакли и даже пробовал себя как музыкальный директор. Позже он продолжил образование и в магистратуре, связав его с новой медиамузыкой. Эти годы не были отмечены славой, но стали фундаментом его будущей карьеры. Бо Гум сочетал дисциплину спортсмена, чувствительность музыканта и настойчивость студента, который хотел доказать себе и миру, что способен на большее. Именно эта закалка однажды приведет его к моменту, когда на съемочной площадке он не остановится даже перед реальной угрозой для здоровья. Путь актера никогда не бывает легким, и для Пак Бо Гума это тоже стало испытанием. В 2011 году он впервые появился на экране в фильме «Слепая». Это был триллер, где юный актер сыграл не главную роль, но сумел привлечь внимание своей искренностью. Для него это было как шаг на неизвестную территорию, где каждый кадр – проверка на прочность. После дебюта последовали новые эпизоды. Комедия «Полицейский на подиуме», драма «Застывший снимок», а затем работа на телевидении. Вначале ему доставались небольшие роли, которые не приносили широкой известности, но давали бесценный опыт. Он словно собирал мозаику, кусочек за кусочком выстраивал собственный путь. Переломным моментом стала драма «Замечательная мама» в 2013 году. Там он сыграл сына героини, и его персонаж запомнился зрителям теплотой и естественностью. Это был первый знак, что Бо Гум способен не только быть фоном, но и раскрывать характер, вызывать у зрителя эмоции. Затем последовали новые проекты, в том числе «Кантабиле Неиль» и «Привет, монстр». В этих работах он показал другую сторону таланта, глубину, напряжение, способность держать внимание. Особенно в «Привет, монстр» его образ оставил у публики сильное впечатление. Юный, но уже зрелый актер, который способен играть сложные психологические роли. Для Бо Гума этот этап был похож на испытание на выносливость. Популярность еще не пришла, но он работал так, будто каждый кадр мог стать решающим. Не было громких титулов, не было армии фанатов, но был огонь внутри, который заставлял двигаться дальше.
Именно в эти годы закладывался фундамент его будущей славы. Он учился быть разным, менять образы, не бояться трудных ролей. И чем больше усилий он вкладывал, тем ближе становился момент, когда его имя прогремит на всю Корею. Настоящий перелом в судьбе Богома произошел в 2015 году, когда он появился в драме «Вернуться в 88-м». Его герой Чхвет Хэг, гений игры Го, молчаливый, ранимый и в то же время невероятно харизматичный. Этот образ покорил зрителей, потому что в нем было что-то по-настоящему настоящее, детская чистота и внутренняя сила. Сериал стал культурным феноменом, а имя Пак Богома узнала вся страна. Но настоящий взрыв случился уже в 2016 году. Дорама «Любовь в лунном свете» сделала из него национального любимца. В роли наследного принца он был одновременно гордым и ранимым, строгим и нежным. Каждая сцена, каждый взгляд, каждая улыбка, и зрители уже верили, что перед ними не актер, а настоящий монарх. Дорама собрала огромные рейтинги, а Богом стал символом молодого поколения. Его харизма выходила за пределы съемочных площадок. Он вел музыкальное шоу «Music Bank», где показывал совершенно другую сторону – легкость, обаяние и умение держать живую аудиторию. Для публики он становился не просто актером, а человеком, к которому тянулись, которому верили. Но чем ярче сияла его звезда, тем тяжелее становились тени за кулисами. Непрерывные съемки, усталость, постоянная ответственность перед фанатами. Он продолжал улыбаться, но внутри накапливалось напряжение. И именно эта преданность делу однажды приведет его к опасному моменту, когда сцена перестанет быть игрой и превратится в испытание для его здоровья. Когда он получил роль в дораме «Записки юности», а позже в проекте «Первый клон», нагрузка только усилилась. Ему приходилось сочетать драматические сцены с эмоциональным напряжением и физической усталостью. Но актерская природа не позволяла останавливаться. Каждую сцену он отдавал до конца, будто это последняя возможность доказать себе и зрителям, что он достоин их доверия. Эта линия – постоянная борьба с самим собой. Съемки становились все сложнее, сцены все требовательнее. И именно здесь, на этой грани между искусством и реальностью, он подошел к моменту, когда ради роли придется рискнуть самым дорогим – своим здоровьем. Съемки боевых сцен в дораме «Хороший мальчик» стали настоящим испытанием для Пак Богома. Он всегда стремился играть по-настоящему, не перекладывая ответственность на дублеров. Каждое движение, каждый удар должен был выглядеть так, будто это не игра, а реальная борьба. 28 августа в Бусане во время съемки напряженной сцены все пошло не так. Богом выполнял резкое движение, требующее максимальной концентрации. В какой-то момент ошибка, падение и острая боль пронзила его ногу. Камера замерла. Режиссер крикнул «Стоп!» и вся команда бросилась к актеру. Съемки пришлось остановить. Актера срочно отправили в больницу в Сеуле. Врачи подтвердили, серьезной угрозы нет, но повреждение ноги требовало лечения и отдыха. Для человека, который привык держать улыбку при любой усталости, это был удар сильнее самой травмы. Позже Богом честно признался, он сам виноват, потому что был слишком жадным к идеалу и перестарался. Он хотел показать максимум, доказать, что достоин доверия зрителей. Но именно эта жажда совершенства едва не стала опасной для его здоровья. Травма стала напоминанием, что за красивыми кадрами скрывается реальная боль. И в тот момент публика увидела в нем не просто звезду, а человека, который готов жертвовать собой ради искусства. После травмы на съемках «Хороший мальчик» Пак Богому пришлось остановиться. Для актера, привыкшего жить в ритме бесконечных съемок, это было тяжелым испытанием. Его нога требовала лечения, а команда вынуждена была приостановить работу. Фанаты с тревогой следили за каждой новостью, боясь, что травма может повлиять на его карьеру. Врачи настояли на отдыхе,
и Богом оказался наедине с тишиной. Но именно в этот период он понял главное – нельзя приносить в жертву собственное здоровье ради идеального кадра. И все же характер не позволил ему сломаться. Он использовал это время, чтобы восстановить силы и вернуться еще крепче. Когда он снова появился на площадке, зрители увидели в нем не только актера, но и человека, который прошел через боль и встал на ноги. Его возвращение стало символом стойкости. Травма, которая могла стать слабостью, превратилась в доказательство силы и преданности зрителям. Богом продолжил сниматься, сохранил свою искреннюю улыбку и снова показал, что для него актерство не игра ради славы, а путь, в котором он готов идти до конца. Для миллионов поклонников он стал не просто звездой, а героем, способным превратить испытание в победу. История Пак Бо Гама – это не только путь к славе. Это пример того, как вера в себя и преданность профессии помогают пройти через боль и вернуться сильнее. Он доказал, настоящий актер – это не просто лицо на экране, а человек, готовый жертвовать собой ради искусства и зрителей. А как вы считаете, стоит ли жертвовать здоровьем ради любимого дела? Напишите свое мнение в комментариях. Если вам было интересно узнать эту историю, поддержите канал лайком и подпиской. Впереди еще больше историй, которые откроют вам тайны мира корейского кино.